Привет, армия! Вы когда-нибудь видели цифру, настолько странную, настолько невозможную, что от нее невозможно остановиться? Ни заголовок, ни сенсационный скандал, даже не официальное объявление. Просто цифра. 214%. Никакого тизера. Никакой пресс-конференции. Никакого эффектного видеопрезентации. И все же, за несколько часов одна фраза взорвалась в лентах новостей, фан-кафе и закрытых групповых чатах по всему миру. 214% сладкий человек, шоколадный кумир. Люди еще даже не понимали, что это значит. Но они это чувствовали. Потому что такие цифры – это ненормально. Не 100%. Не 150%. Даже близко нереалистично. 214%. В тот момент, когда фанаты увидели это, на десятках языков одновременно возник один и тот же вопрос: что это вообще значит? И что еще важнее? Сколько голосов он на самом деле получил? Сначала этот опрос не должен был иметь значения. Это не было какой-то глобальной церемонией награждения. Его не поддерживал крупный телеканал. Он не был призван потрясти индустрию. Это был всего лишь безобидный онлайн-опрос среди фанатов. Небольшое сезонное мероприятие, призванное отметить кумиров с тем, что платформа назвала сладким, человечным, шоколадным обаянием. Что-то милое. Что-то игривое. Нежное. Цель была проста. Измерить вовлеченность. Создать контент. Способствовать позитивным историям. Ничего серьезного. Ничего исторического. Просто еще один безобидный опрос среди фанатов. Или, по крайней мере, так все думали. По словам инсайдеров, знакомых с платформой, ожидания были скромными. Несколько сотен тысяч участников, возможно. Максимум 5 миллионов взаимодействий в общей сложности. Что-то простое. Предсказуемое. Ограниченное. Но затем произошло нечто странное. В течение первых 24 часов журналы сервера начали вести себя ненормально. Скачки трафика. Неожиданная частота обновления. Всплески голосования из регионов, которые даже не были охвачены рекламной кампанией. Модераторы сначала предположили, что это ошибка. Системный сбой. Возможно, вмешательство ботов. Поэтому они перенастроили серверы. Перезапустили отслеживание. Отфильтровали подозрительную активность. И тогда они ясно увидели. Это была не ошибка. Это не была манипуляция. Это было реально. Одно имя. Один кумир. Получал голоса с невиданной ранее скоростью. К тому моменту, когда появился первый внутренний рейтинг, сотрудники, как сообщается, смотрели на экран с недоверием. Потому что цифры не имели смысла. Ни по сравнению ни с одним опросом, который они когда-либо проводили. Когда результаты наконец были опубликованы, они не показали количество голосов. Вместо этого они показали нечто другое. Процент. Относительный индекс. И рядом с его именем. 214%. Так что же это вообще значит? Официально платформа объяснила это так: 100% – это ожидаемый пик вовлеченности. Все, что выше 120%, означает вирусное распространение. Выше 150% – редкое явление. То, что случается лишь изредка. Но 214% – для этого не было категории. Никакой метки. Никакого исторического сравнения. Потому что ничего никогда раньше не пересекало эту черту. Несколько аналитиков позже уточнили, что это был непростой показатель. Это было не просто голоса, разделенные на общее количество. Это было гораздо сложнее. Измерялись следующие показатели: скорость голосования, стабильность,
повторное участие, географическое распределение, исторические средние значения. Другими словами, измерялся импульс. И этот импульс не просто превзошел ожидания. Он их разбил. Он не просто победил. Он сломал весы. Поэтому, естественно, все хотели узнать реальные цифры. О каком количестве голосов идет речь? 10 миллионов? 15? 20? Но когда фанаты проверили платформу, там не было никаких итоговых данных. Никаких панелей управления. Никаких скриншотов. Никаких поздравительных постов. Ничего. Только эти загадочные 214%. И молчание казалось преднамеренным. Потому что сокрытие цифр часто означает одно: они слишком велики, чтобы выглядеть правдоподобно. Бывший стратег аналогичной платформы для голосования позже анонимно объяснил: когда цифры одного участника полностью затмевают всех остальных, публикация итогов может подорвать доверие. Люди предполагают, что это фейк. Другими словами, иногда правда выглядит более подозрительной, чем секретность. Поэтому платформа решила вообще ничего не раскрывать. Но фанаты не приемлют молчание. Они проводят расследование. В течение нескольких часов фанатские сообщества начали делать то, что они делают всегда. Сравнивать данные. Собирать доказательства. Изучать замедление работы серверов. Отслеживать количество голосов в минуту. Мониторить региональные всплески. Сравнивать временные метки. Скриншоты. Логи. Графики. Оценки. Сотни людей работали независимо, но приходили к схожим выводам. И постепенно начал формироваться диапазон. Неподтвержденный, но последовательный. Где-то между 8 миллионами и 27 миллионами голосов. В опросе, который, как ожидалось, должен был охватить менее 5 миллионов участников. Задумайтесь над этим. Один кумир, возможно, получивший больше голосов, чем вся прогнозируемая аудитория вместе взятая. Но аналитиков действительно смутил не только размер, а поведение. Потому что обычно опросы следуют определенной схеме. Сильный всплеск в начале. Затем стабилизация. Затем медленное снижение по мере угасания интереса. А этот сделал все наоборот. После утечки первых результатов, голосование увеличилось. После распространения переводов. Реклама, снова всплеск. После того, как обсуждения стали вирусными, еще один всплеск. Вместо того, чтобы замедлиться, он ускорился. Снова и снова. Как сердцебиение, которое отказывается успокаиваться. Один аналитик данных описал это идеально. Это выглядело так, будто должно было остановиться, но не остановилось. Поэтому модераторы проверили все. Дублирование IP-адресов. Кластеры часовых поясов. Фильтры автоматизации. Обнаружение спама. Все подозрительное. Все искусственное. Все фальшивое. И после нескольких часов проверки они пришли к одному выводу. Голоса были реальными. Мучительно реальными. Что делало ситуацию еще более тревожной. Потому что если это не манипуляция, то это было нечто совершенно другое. Что-то органическое. Что-то эмоциональное. Что-то мощное. В большинстве опросов голосование замедляется, как только победитель становится очевидным. Потому что конкуренция исчезает. Мотивация угасает. Но здесь фанаты не перестали голосовать. Они голосовали еще активнее. Почему? На вопрос многие фанаты давали один и тот же ответ. Дело было уже не в победе. Дело было в том, чтобы послать сообщение. Сообщение брендам.
СМИ, индустрии, даже самому кумиру. Это не была искусственно созданная шумиха. Это не был маркетинговый ход компании. Это были мы. Наш выбор. Наш голос. Наша преданность. Поначалу название звучало глупо. Милый человек, шоколадный кумир. Мило. Безобидно. Почти по-детски. Но со временем фанаты начали объяснять это по-другому. Они говорили, что дело не во внешности. Дело не в власти. Дело даже не в выступлении. Дело в чувствах. Тепло без усилий. Доброта без игры. Слава без дистанции. Одна фанатка написала что-то, что быстро распространилось. Он не похож на кумира, за которым мы наблюдаем. Он похож на человека, которого мы защищаем. И каким-то образом это чувство превратилось в миллионы кликов. Затем произошло нечто еще более странное. Тишина. Ни одного поста с поздравлением. Ни одного благодарственного сообщения. Ни одного репоста. Ни одного смайлика. Ничего от него. Ничего от официальных аккаунтов. Для некоторых эта тишина казалась преднамеренной. Почти стратегической. Потому что иногда молчание делает что-то еще более значимым. Тайна растет. Миф расширяется. И люди говорят еще больше. За кулисами бренды наблюдали. Маркетинговые команды наблюдали. Потому что такие цифры отражают не просто популярность. Они отражают лояльность. А лояльность равна доверию. Доверие равно покупательной способности. Проще говоря, это был не просто опрос фанатов. Это был рыночный сигнал. Знак того, что миллионы людей были не просто случайными поклонниками. Они были эмоционально вовлечены. А эмоциональная вовлеченность – самая сильная валюта в индустрии развлечений. Позже к обсуждению подключились и психологи. Они сказали, что этот опрос преуспел там, где многие другие терпят неудачу. Потому что он не вознаграждал доминирование. Он не вознаграждал совершенство. Он вознаграждал комфорт. В индустрии, полной гиперотполированных образов, агрессивного брендинга, образов, ориентированных на выступление, этот кумир представлял собой нечто редкое. Безопасность. Тепло. Доступность. И люди жаждут этого больше, чем они думают. Как резюмировал один эксперт, фанаты голосовали не за совершенство. Они голосовали за комфорт. А комфорт сложнее создать, но он гораздо мощнее. Даже после того, как он занял первое место, фанаты продолжали голосовать. Не для того, чтобы победить других. Не для того, чтобы конкурировать. А чтобы защитить. Чтобы что-то доказать. Чтобы мир не мог его игнорировать. И это поведение сбивало аналитиков с толку больше, чем любые цифры. Потому что логика говорит «стоп». Эмоции говорят «продолжай». И эмоции победили. В конце концов, оценки стали еще смелее. Некоторые расчеты предполагали, число голосов могло превысить 30 миллионов. Неподтвержденная информация. Но платформа никогда этого не отрицала. Что только подпитывало новые спекуляции. Потому что молчание часто говорит больше, чем любое подтверждение. Сегодня эта фраза эволюционировала. Сладкий человеческий шоколадный кумир. Это больше не просто прозвище. Это культурный язык. Сокращенное обозначение тепла. Мягкости. Человечности. Присутствия. И, возможно, именно поэтому 214% имеют значение. Не из-за математики. Не из-за статистики. А потому что это выявило то, что индустрия редко измеряет. Не популярность. Не славу. А эмоциональную притягательность.
Ту, которая объединяет миллионы людей, без компаний, без инструкций, без давления. Просто чувство. И история показывает, когда органическая привязанность становится настолько очевидной, система всегда реагирует. Вопрос не в том, изменится ли что-то. Вопрос в том, что изменится. Потому что такие моменты не давят на фанатов. Они давят на индустрию. Они заставляют бренды обращать внимание. Они заставляют платформы адаптироваться. Они заставляют компании переосмыслить, что на самом деле означает влияние. Так что, возможно, настоящая загадка никогда не заключалась в вопросе, сколько голосов он получил. Возможно, настоящая загадка в том, как измерить что-то настолько человеческое. Потому что иногда цифры пытаются объяснить эмоции. И терпят неудачу. И все, что остается, это 214%. Слишком большая цифра. Слишком странная. Слишком невозможная, чтобы ее игнорировать.